Здравствуйте. Я бы хотел вам рассказать сейчас про метод трех плит. Просто донести смысл его. Прежде чем перейти к трем плитам, я бы хотел рассказать, с чего начал свой патент Джозеф Уитвард в 1840 году. Он сказал, что при помощи двух плит исправить погрешности невозможно. И даже если вы имеете идеальную плиту и выпуклую, когда вы начнете их притирать друг к другу или пришабривать, то действительно погрешности выпуклой плиты будут уменьшаться, но одновременно ошибки первой плиты будут скапливаться на плите номер 2. И как бы вы потом не переворачивали, представим себе, что она выпуклая посередине. Этому ничего не поможет, как бы вы ни крутили эти две плиты. Для того, чтобы, несомненно, как сказал Джозеф Уитвард, нужна третья плита. И тогда что происходит? Появляется один папа, и к нему две мамы. Эти две мамы получают контроттиск папы, идеальный контроттиск. То есть красится папа, шабрится мама. И она постепенно получает впуклость папы. Когда этого достигается, берется вторая плита и делается абсолютно идентично папе вторая плита. Она получает тоже впуклость папе. Дальше. Папа отдал свои ошибки двум мамам. Теперь, не переворачивая плит, мамы встречают эти ошибки друг на дружке. И они сначала красится мама 2 и шабрится мама 3, потом красится мама 3 и шабрится мама 2. Эти ошибки взаимно гасятся. И гасятся. Потом эти улучшенные, любая из этих двух пластин будет лучше, чем эта первая. Теперь эти мамы должны отдать улучшенную версию, исправленную, пусть не намножко или даже намножко, отдать папе. И красится сначала третья плита или там мама одна, и отдается уже улучшенная версия папе. Потом другая красится, и шабрится снова папа по этому улучшенным. На этом папа стал лучше, мамы стали лучше. Это, можно сказать, малый цикл закончен. Теперь я немножко, поняв этот смысл, Джозеф Уитвард говорит, что продолжайте шабрить эти две мамы, пока не получится полностью ровная поверхность. Эти бугры, которые есть на мамах, эти бугры не сольются, и отдавайте эту слившуюся поверхность папе. Потом снова папа отдает маме 1, маме 2, они улучшают и возвращают. В этом принцип трех плит. Ошибки первой плиты гасятся контрошибками двух этих плит и возвращаются, делают более ровный папу. Но я пошел немножко дальше. Я папой назначал, это малый цикл. Я делал большой цикл. Папой в следующий раз назначал следующую плиту. А мамы две становились вот эти. Я опять красил папу, отдавал его ошибки двум мамам. Эти две мамы гасили свои ошибки и возвращали улучшенную версию папе. Одна и другая. Это опять получалось улучшенное. На третьем цикле я третью пластину назначал папой. Эти две становились одновременно автоматически мамами. Я красил папу, возвращал одной, другой пришабривал, эти шабрил. Потом они гасили ошибки и возвращали эти погашенные ошибки папе. Раз, папе 2. Вот на этом большой цикл был закончен. Следующий большой цикл начинался с того, что первая снова становилась папой. Эти две становились автоматически мамами.
И повторялось все по кругу. Ни в коем случае при этом методе нельзя переворачивать. Допустим, вы отдали ошибки первой плиты двум этим. Если вы начинаете их переворачивать, крутить как-то, возвращать сюда, каждый раз у вас выпуклости будут на новом месте. Выпуклость должна гаситься другой выпуклостью, полностью идентичной с другой мамы. Только тогда они смогут вернуть лучшую версию. Если вы начинаете крутить, вы себе усложняете жизнь. Ваши выпуклости одной мамы попадают на ямки другой мамы. И тогда вы многократно будете увеличивать себе работу. Также неправильно, если эту плиту красить, шабрить эту красить, отдавать ошибки этой плите, потом эту красить, отдавать ошибки этой плите, эту шабрить, потом она возвращает первой. Этот метод, на самом деле, борьба и соревнования, у кого пропеллер круче. Постепенно, например, представьте себе, что пропеллер самый крутой у первой плиты. Она постепенно заборет все эти три, потому что они не в состоянии будут вернуть ей. То есть это даже если вы будете это по этой, потом это по этой, но она возвращается к этой. Смысл Витварда был в том, чтобы папа отдавал одной маме, потом другой маме. Эти мамы гасили эти ошибки и возвращали папе, а не чередование, не переворачивание. Все это и тянется из шлифовки. В шлифовке до 1800, до Витварда, эти поверхности получали тем, что притирали, крутили, притирали. Но проблема в том, что это не давало идеальной поверхности. Почему? Потому что на краях собирался абразив. И, как правило, получалась линза и контрлинза. Как бы их ни крутили, как бы их ни переворачивали. Я лично сделал этим методом линейки. Бытует мнение, что линейки и другие отличные от квадратов площади делать, или даже идеально круги, делать нельзя. Господа, для этого метода хоть пятигранник, хоть ромб. Главное, чтобы ошибки, чтобы они были одинакового размера, примерно одинаковой формы и одинаковой жесткости, чтобы ошибки гасились при помощи тех же инструментов. Что делать, если, например, у вас есть одна плита 600 на 400 и две плиты 300 на 300? Ничего, будет ли работать этот метод? Конечно, будет. Здесь есть плоскости, но идеальными будут только площади по самой маленькой плите. То есть вы выделяете на большой плите квадратик размером 300 на 300, обчерчиваете его, и он становится плоскостью, матрицей, папой или мамой для остальных плит. Вы на этом участке начинаете точно так же играться. Да, у вас получится всего лишь две идеальные плиты, поверочные, и 600 на 300, скорее всего, или там на 400, это будет непригодное. Но две плиты вы получите. Что делать, если хочется, но нету трех плит? Есть одна чугунная, одна гранитная, третья алюминиевая. Если вам удастся, если они сохраняются второе условие, что вы сможете выделить им одинаковая плоскость, эти плоскости смогут быть притертыми или пришабренными. При условии, что вы будете снимать одинаковую стружку. Чем не важно. По граниту можно дремелем, по чугуну шабером, по алюминию ножиком, чем угодно. Но главное, чтобы у них была плоскости идентичные и чтобы съем был одинаковый. А дальше тот же самый принцип. С одной площади делаете контрматрицы, эти контрматрицы встречаются и возвращают по очереди эти улучшенные версии папе. Все, в этом весь принцип. В сети, на YouTube очень много говорится о методе трех плит.
Но их даже на форумах пишется, что я делал троение плит. Но делалось это не по этому принципу. Делалось с каким-то перебором, с какими-то переворотами. И результат было разочарование. И стыдливо показывали одну плиту, но не все три. Я здесь попытался донести смысл. Я беру себе, назначаю, вот, пошел. Первая плита — папа. Вторая становится мамой. И третья становится. Вторая и третья мамой. Вторая красится. Третья шабрится. Потом обязательно меняются местами. Третья красится. Вторая шабрится. Все, они погасили взаимные ошибки, либо ошибки папы. Потому что некоторые источники начинают с папы, в том числе и автора изобретения. То есть он сначала красится и отдает второй плите, красится и отдает третьей плите. И дальше они входят вот в этот цикл. Но некоторые источники начинают, в том числе есть японское видео, если будет, я приложу ссылку на него в описании, где начинаются вот с этого момента. Именно отсюда путаница. Учебники, методички начинают с разных циклов. Но принцип у них у всех, они все правильные. Просто с разных подходов они начали. Японцы начинали вот с этого сразу, с двух мам. Взаимно их. И в видео вы там поймете. Наши же источники начинают... изобретатель начинал с папы. Папа отдавал одной маме, потом они уже пришабривались друг к дружке. И потом красится третья, отдает первой, шабрится. Вторая красится, отдает первой, улучшенную версию, шабрится. Вот это малый цикл. Большой цикл, когда все три плиты побудут папами. То есть здесь первая папа, вторая плита назначается папа. Отсюда пошло красится первая и третья, шабрится, соответственно, третья и первая. И потом они отдают свои улучшенные версии второй плите. Третья и первая красятся и отдают первая шабрится. Вот в этом. И третий метод уже назначается третья плита. И это большой цикл я делал. И у меня получилось сделать 3 мостика, не переворачивая. Прямоугольные поверхности отлично вывелись практически в идеальное состояние. Правда, в конце я вот по этому же методу их шлифовал еще. Притирал на карбид кремния. Сначала шабрить до появления ровных поверхностей, а потом притирал, чтобы вообще сгладить все. Под КМДшки, чтобы проверять их. Когда вы поймете этот метод, когда я в нем разобрался, я его понял, я в какой-то момент понял, что у меня были 3 мостика, сделанные из швеллера по методу Геннадия, который из швеллеров сделал поверхностную линейку. И я ввел в эту систему еще 4-й мостик. У него длина была 75 сантиметров, 750 миллиметров. У этих швеллеров у меня было 78, 780 миллиметров. Что я делал? Я просто после каждого цикла мостик туда подкидывал. И в конце все равно автоматически этот мостик притирался вместе с ними. Пока были на этих поверхностях абразив, я просто притирал. И в результате мостик автоматически, 4-я поверхность у меня тоже стала ровной.
Идеально ровные, все 4. То есть, зная смысл, вы будете понимать, что вы делаете. Сейчас успехов вам. Я вам скажу так, что можно и гранит чередовать вместе с чугуном и сталью даже. Если вы организуете, повторюсь, одинаковый съем, одинаковую жесткость и одинаковую съем, жесткость и площадь. Удачи вам!